20 тысяч лет назад Земля принадлежала не нам, а дикой природе, которой безраздельно правили хищники. И два из них были совершеннее всех остальных. Первый – это живая легенда ледникового периода, пугающий обладатель клыков длиной почти с человеческую ладонь. Второго история почти забыла, хотя он был значительно крупнее любого льва, живущего сегодня на нашей планете. Просто изменчивый мир не сохранил о нем память. Они оба были рождены убивать, и оба по праву претендовали на одно звание – главного хищника своей эпохи. Вот только это звание достанется совсем не тому, о ком вы сейчас подумали, а самое эффектное оружие в истории кошачьих, те самые знаменитые клыки, окажется вовсе не преимуществом, а смертным приговором. Это история двух совершенных убийц и одного мира, который смог их пережить. Начнем с самого главного заблуждения, которому многие из вас наверняка верили. Смелодон – это вовсе не тигр. Да, его веками называли саблезубым тигром, но ни к тиграм, ни к львам, да и вообще к современным большим кошкам он не имеет прямого отношения. Смелодон принадлежал к отдельной, полностью вымершей ветви саблезубых кошек, и ни один современный кот не приходится ему близким родственникам. А вот пещерный лев – это как раз настоящая большая кошка и ближайший родственник современных африканских львов. Вот вам и первый сюрприз. Наш тигр тигром никогда не был, а вот второй герой – самый настоящий лев. А теперь самое важное. Если вы ждете рассказ о том, как они дрались за кусок мяса на одной поляне, забудьте. В реальности они никогда не пересекались. Смелодон правил Америкой, а пещерный лев держал в страхе Евразию. Они жили на разных континентах в совершенно разных мирах. Но именно это делает их виртуальное столкновение таким интригующим. Потому что перед нами не банальная драка из-за территории. Перед нами величайший эксперимент природы. Кто из этих двоих, живя на разных концах света, стал более совершенным убийцей? Ведь у них была одна общая работа. Оба охотились на невероятно крупную добычу, и оба бесследно исчезли примерно в одно и то же время, на исходе ледникового периода. Древние кости никогда не врут, и они рассказывают нам, что два этих зверя решали одну и ту же задачу двумя абсолютно противоположными способами. Один хищник поставил все на грубую силу, другой выбрал универсальность, и один из этих путей оказался фатальной ошибкой. Если вам, как и мне, интересно понять, как все было на самом деле без голливудских мифов, подписывайтесь, потому что дальше будет только интереснее. Просто представьте, раннее утро в Южной Америке около 20 тысяч лет назад, где над влажной равниной и редкими деревьями стелется густой туман. Из зарослей выходит зверь, и первое, что вас в нем поразит, это вовсе не клыки, а его невероятное тело. Смелодон был совершенно не похож на гибкого тигра. Он был приземистым, мускулистым и потрясающе мощным, особенно в передней части туловища. Большинство людей не понимает одной важной детали. Смелодон – это не быстрый бегун, это несокрушимый тяжеловес. Давайте обратимся к цифрам. Один из его видов, тысячи скелетов которого нашли в знаменитых битумных ямах Калифорнии, весил примерно от 160 до 280 килограммов, что сопоставимо с очень крупным современным львом. А вот его южноамериканский родич был настоящим гигантом, который мог весить под 400 килограммов, что делает его одним из самых крупных котов за всю историю Земли. Но самое интересное скрыто в строении его передних лап. Они были массивными, с огромными площадками для крепления мышц, что давало Смелодону феноменальную физическую силу, превосходящую возможности любой современной кошки его размера. Зачем ему это было нужно? Вот тут и начинается самое захватывающее. Его знаменитые клыки сабли длиной почти в 20 сантиметров были на удивление хрупкими и плоскими, словно лезвие ножа. Они прекрасно прорезали плоть, но очень легко могли сломаться от малейшего бокового удара. Вдумайтесь только, эволюция создала идеальное оружие устрашающей длины, но сделала его настолько хрупким, что одно неверное движение жертвы могло стать фатальным. Представьте, что вы пытаетесь вонзить такой клинок в бьющуюся, паникующую добычу весом почти в тонну, где один резкий рывок ломает ваше главное оружие, а сломанный клык для саблезуба – это верная смерть от голода. И вот теперь пазл складывается. Чудовищно мощные передние лапы нужны были Смелодону именно для того, чтобы сначала повалить и намертво прижать жертву к земле всем своим огромным весом. И только потом, когда добыча полностью обездвижена, нанести тот самый выверенный смертельный укус в горло. Это не охотник за скоростью, а терпеливый мастер засады, делающий ставку на грубую силу и ближний бой.
Кстати, есть еще одна трогательная деталь, о которой до сих пор спорят ученые. В тех самых калифорнийских ямах нашли останки смелодонов с тяжелыми травмами и сросшимися костями. А ведь животное с такими увечьями просто не смогло бы охотиться в одиночку, пока залечивало раны. Это натолкнуло палеонтологов на смелую мысль. Возможно, эти суровые хищники жили группами и трогательно заботились о своих раненых сородичах. Правда, скажу честно, пока это лишь красивая гипотеза без прямых доказательств. Итак, запомните смелодона именно таким. Невероятная грубая сила, скрывающая крайне хрупкие и уязвимые сабли. Его слабое место решит в этой истории все, потому что его соперник был устроен совершенно иначе. А теперь перенесемся за тысячи километров в холодную, продуваемую ветрами степь Древней Евразии примерно 30 тысяч лет назад, где вдали бродят бесконечные стада бизонов. Здесь правит совершенно другой хищник – пещерный лев. И у нас есть о нем то, чего нет почти ни у одного зверя ледникового периода – его настоящее лицо. Для начала давайте развеем еще одно стойкое заблуждение. Этот лев никогда не жил в темных пещерах. Такое имя ему дали исключительно потому, что множество его костей находили именно там, но по своей природе он был истинным властелином открытых просторов. Каким же он был на самом деле? Пещерный лев был крупнее современного африканского собрата в среднем на 10%, а самые массивные особи могли весить до 300 килограммов при длине тела больше 2 метров, и это даже не считая хвоста. Это была настоящая классическая большая кошка, устроенная точно так же, как современные львы и тигры. Идеальный универсальный охотник, гармонично сочетающий в себе силу, взрывную скорость и поразительную выносливость. Но по-настоящему уникальным его делает то, что у нас есть не только безжизненные кости, но и его прижизненные портреты. Древние люди рисовали пещерных львов на стенах, например, в знаменитой французской пещере Шове. И просто вдумайтесь, человек детально запечатлел этого хищника за десятки тысяч лет до того, как появились колесо, письменность и первые поля с пшеницей. Эти древние художники видели хищников своими глазами и показали нам львов без привычной пышной гривы, сохранив этот образ сквозь тысячелетия. А совсем недавно в вечной мерзлоте Якутии совершили поистине невероятное открытие. Там нашли почти целых замороженных детенышей пещерного льва с сохранившейся шерстью, усами и острыми когтями. Мы буквально можем заглянуть в лицо давно вымершему хищнику, чего, к сожалению, мы лишены в случае со смелодоном. Судя по анатомии, пещерный лев был охотником на все руки. Он мог долго преследовать добычу, молниеносно нападать из засады и, скорее всего, охотился слаженными группами. Его меню было впечатляющим – олени, дикие лошади, молодые бизоны, а в голодные времена, возможно, даже отбившиеся от стада детеныши мамонтов и шерстистых носорогов. Итак, давайте разложим все по полочкам и выясним, кто же на самом деле был опаснее. Если мы посмотрим на их оружие, то увидим, что смелодон был очень узким специалистом. Его сабли – это инструмент для одного единственного, невероятно мощного, но хрупкого удара, который можно наносить только по абсолютно неподвижной жертве. Пещерный лев, напротив, был идеальным универсалом с обычными, но очень крепкими клыками. Он мог без страха кусать, долго удерживать и душить неистово бьющуюся добычу. Вывод прост. Оружие смелодона выглядит эффектнее, но оно слишком капризно, тогда как арсенал пещерного льва – это эталон надежности. Если сравнить их тела и стиль охоты, то смелодон предстает перед нами как воплощение грубой, подавляющей силы, но без высоких скоростных данных. Это типичный засадный хищник для самой крупной дичи. Пещерный лев же был настоящим атлетом, чья сила идеально сочеталась с высокой подвижностью, что позволяло ему как нападать внезапно, так и догонять убегающую жертву. Разница между ними – это два совершенно разных эволюционных пути, где один стал машиной для убийства медлительных гигантов, а второй остался гибким и адаптивным бойцом. И хотя, как мы уже уяснили, в реальности эти двое не могли сойтись на одном ринге, мы можем оценить их как машин для выживания. Если бы все решала только голая сила в тесном ближнем бою, то гигантский смелодон с его чудовищной мощью лап имел бы несомненное преимущество в захвате. Но если оценивать их как успешных хищников в дикой природе, то чаша весов склоняется в пользу пещерного льва, ведь именно универсальность, надежное оружие и гибкость в повадках чаще всего обеспечивают победу в суровом мире эволюции.
Вспомните наш главный вопрос: кто был настоящим убийцей эпохи? Это звание получает не тот, кто сильнее в гипотетической драке, а тот, кто лучше выживает и эффективнее добывает пищу каждый день. И по этому критерию знаменитые сабли Смелодона превращаются из абсолютного преимущества в слишком узкую специализацию, которая работает блестяще лишь до тех пор, пока рядом бродит правильная, удобная добыча. У этой захватывающей истории есть общий финал, и он, к сожалению, весьма печален. Оба наших великих героя исчезли с лица Земли примерно в одно и то же время, около 12 тысяч лет назад, когда последний ледниковый период подошел к концу. Что же тогда произошло? Ученые до сих пор ведут горячие споры, но, скорее всего, этих хищников погубило смертельное сочетание сразу нескольких факторов. Во-первых, мир начал стремительно меняться. Климат теплел, ледники отступали, а огромные открытые равнины, где они привыкли охотиться, стали быстро зарастать густыми лесами. Во-вторых, начала массово вымирать та самая крупная добыча – мамонты, шерстистые носороги и гигантские бизоны. И теперь вспомните Смелодона, чье тело и хрупкие клыки были заточены исключительно под огромных медлительных животных. Что происходит с узким специалистом, когда исчезает его единственная цель? Он гибнет. То, что делало Смелодона идеальным убийцей, стало его приговором, и когда мир изменился, переучиваться было уже слишком поздно. От одной только статистики становится не по себе. В тех самых битумных ямах Калифорнии нашли останки более 2000 смелодонов, но эта невероятная численность и идеальное оружие не спасли их вид от полного забвения. В-третьих, на эту сцену вышел человек. Люди стремительно расселялись по новым землям, охотились на тех же самых травоядных и, несомненно, вступали в прямое соперничество с хищниками за выживание. Степень вины человека до сих пор обсуждается в научных кругах, но свой весомый вклад в вымирание этих кошек наши предки определенно внесли. И самое грустное в этой истории то, что пещерный лев, несмотря на всю свою удивительную гибкость и универсальность, тоже не смог пережить эту эпоху. Эта ветвь настоящих больших кошек ушла в небытие вместе с тем холодным миром, к которому они были так идеально приспособлены. А вот их менее крупные дальние родственники, обычные африканские львы, тигры и леопарды, благополучно дожили до наших дней. Это доказывает жестокое правило природы: выживает далеко не всегда самый сильный или самый вооруженный. Выживает самый удачливый, тот, кто смог быстро приспособиться к тому, что осталось. Так кто же все-таки был главным убийцей той великой эпохи? Если вы ждете один короткий ответ, то его просто не существует. И это самая честная правда. Смелодон был непревзойденным, абсолютным специалистом и настоящей машиной для убийства гигантов, обладающим самым эффектным оружием за всю историю кошачьих. Пещерный лев, в свою очередь, был идеальным примером универсального бойца, крупным, невероятно гибким и изученным нами лучше любого другого вымершего хищника. Один навсегда поражает наше воображение своей слепой мощью и саблями, а другой вызывает восхищение своим анатомическим совершенством и умением адаптироваться. Но самый главный урок заключается не в том, кто из них круче, а в том, что они оба в итоге проиграли неумолимому времени. Окружающий мир изменился гораздо быстрее, чем они успели под него подстроиться. И, возможно, именно в этом кроется главная сила настоящей науки. Она показывает нам не красивую картинку из голливудского фильма, а суровую правду. А правда почти всегда оказывается удивительнее любой, даже самой искусной выдумки.